Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Так что добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего расклада. Жалеет ли он о разрыве, о ссоре с вами? Тишина после ссоры всегда кажется бесконечной. В этой тишине вы задаете себе один и тот же вопрос. А чувствует ли он то же самое? Жалеет ли он так же сильно, как я? Он может ходить на встречи, смеяться в компании друзей или демонстративно молчать в соцсетях. Но это лишь фасад. Внутри него сейчас идет тяжелый процесс признания того, что вместе с вами из его жизни ушло нечто очень-очень важное. О чем же он молчит, когда его спрашивают о вас? И какое именно воспоминание о вашем последнем моменте вместе заставляет его сердце сжиматься от запоздалого сожаления? Давайте узнаем. Предлагаю досмотреть это видео до конца. В конце видео будет, помимо совета карт, совет психолога. Для начала делаю сигнификацию этого мужчины замечательного. Того, о ком вы думаете, да? Вспоминайте его имя, тембр голоса, глаза, улыбку. Какой он, этот мужчина? Какой он? Ух ты, сразу карта токсичная, ядовита. Угу. Состояние, вот, мягко говоря, не особо у него. Вот сразу же ответ на многие вопросы. Какой он, этот мужчина? Какой он? Вот павлин, который в страхе по дьяволу. Так, интересное сочетание. Так, а при чем тут прошлое? Прошлое. Ну, давайте так. Какая-то история из прошлого вот, не дает ему нормально спать по ночам, да? Что-то связано с его какими-то страхами. Его страхи. Дьявол. Может быть... Ух ты, о чем это? Ну, в общем-то, какая-то болезненная история, и на нем это все так же болезненно сказывается. Это связано с его, тут по дьяволу карта Шабаша, ну, знаете, может быть, какие-то поступки, мягко говоря, недальновидные поступки, которые могут угрожать, карта род, семья его, может быть, у кого-то это семейному положению, а у кого-то наоборот была возможность построить семью, создать семью с кем-то действительно, кто был ему дан небесами. А по дьяволу этот человек не воспользовался этим шансом. Тут дьявол и шабаш, и болезненное, может быть разочарование, знаете, вплоть до того, что человек мог считать, что шансы на там счастливую семейную жизнь будут даваться вечно. Как-то тут так. Сам по себе у меня идет одиночка. Его характеристика, вот самые первые карты, смотрите, идет у меня токсично, как свинью ему подложили. Вполне возможно, он сам себе подложил. Знаете, тут как будто бы человек планировал одну картинку, да, как оно все будет в его жизни. Вот он так привык, может себя вести, и результат был один. А тут пошло все совершенно не так, как он этого ожидал, как планировал, вот как свинью ему подложили. И причем велика вероятность, что эту свинью он сам себе и подложил. По дьяволу это характеристика этого мужчины. С одной стороны, да, он сексуально привлекательный, харизматичный, может легко к себе располагать людей, манипулировать, психолог хороший. Но также по дьяволу тут человек может какие-то многоходовочки выстраивать. И сам же, знаете, как становиться отчасти жертвой этих многоходовок. То есть манипулятор сам переманипулировал. Вот тут вот такая может быть сложится ситуация. Характеристика его, ну, по павлину, девочки, мужчина себя любит, холит, лелеет, знает о том, какое он впечатление может производить в принципе на людей, да, вот. Может свои сильные стороны подчеркивать, делать на этом акцент, при этом камуфлировать максимально все какие-то негативные его, может быть, истории, поступки,
скрывать теневую сторону своей жизни. У нас у всех она есть, светлая, темная сторона, да. Но он делает акцент на, в общем, своих достоинствах, при этом очень умело. Я повторюсь, легко влюбиться в такого мужчину, и потом настолько же резкое будет разочарование, когда вы увидите вот тыльную сторону вот этого павлина, да. Не этот фасад яркий, красивый, пыль в глаза где пускают. Но, повторюсь, я не хочу тут этого мужчину обесценивать. То есть, действительно, у него есть много достоинств, на которых он умело делает акценты, вот, который умеет вот, у себя презентовать, да, преподнести свои достоинства. То есть, есть действительно за что в него влюбиться. Хотя мы часто влюбляемся и вопреки всему. Так. Ну тут что-то мне показана эта история из прошлого. Какая-то история из прошлого, она уже тянется давным-давно. Смерть, ключик, игра. Ну то, скорее всего, мужчина, как показывают карты, как заигрался. Может быть, повторюсь, в процессе не смог остановиться. Ну, карта игра. Какую-то игру как будто бы он вел, и он считал, что он контролирует ситуацию. Это может быть, в принципе, взаимоотношения с людьми, не обязательно с женщинами, да. Ну, у многих это и с женщинами. Тут страсти какие-то, зависимости сексуальные, сюда все. Но при этом мне показано, как будто бы это он считал, что он ситуацию контролирует. Какие-то соблазны сексуальные по карте змея. А по факту что-то тут вышло все за границы. Он уже процесс этот перестал контролировать. Карта смерть. И результат, с которым он по факту остался, ну тут карта княгиня у меня, звезда. Какая-то женщина для него, она желанна, недоступна, сейчас карта звезда. И скорее всего женщина сейчас в отношении него настроена холодно, рассудительно, никакой там нежности, любви, восхищения. Тут скорее холодный рассудок и ощущение того, что нет, я больше не подпущу тебя к себе. Эта женщина так, скорее всего, думает и говорит. И транслирует ему. Больше не поведусь на твои какие-то манипуляции, провокации. Нет, хватит, научена уже. Тут как будто бы женщина резко повзрослела. Ой, помудрела. Ну вот как-то так. Вот такая у меня сигнификация этого мужчины. Сам по себе одиночка, но ему сейчас и токсичненько в этом одиночестве. То есть если в прошлом там какие-то мог проворачивать тут манипуляции, махинации, сейчас как будто бы ему перекрыли эти все дорожки, возможности. Отчасти он может и сам уже ничего не хочет. Вот как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, давайте смотрим. Жалеет ли этот мужчина о разрыве, о ссоре с вами? Его текущее состояние, в какой стадии он сейчас? Гнев, торг или уже это глубокое сожаление? Что нам покажут его состояние? Хотя отчасти мы посмотрели уже, да, его состояние. Такое какое-то... У него состояние нестояния. Состояние, где он толком не может понять, как это могло в его жизни все это приключиться и что ему дальше делать. Неожиданно для него. Как будто бы планировал одно, а получил совершенно иное. Так, его главная ошибка. Что он считает своим самым главным промахом в этой ситуации? Ситуации с вами, наверное. Так, влияние гордости. Насколько сильно его эго мешает ему признать вину и выйти на связь? Вот прям интересно. Так, планы на примирение его. Хочет ли он восстановить отношения или решил идти до конца? Да, вот свою какую-то выбрал уже линию поведения, да, если можно сказать так. Хочет ли он восстановить отношения или пока еще будет, не знаю, ждать от вас проявлений каких-то? Или три зеленых свистка ждет, в общем, чего он ждет?
Совет карт. Как вам прожить этот период, чтобы не потерять себя и свою ценность? Совет. Так, в какой стадии сейчас находится? Гнев, торг или уже глубокое сожаление? Что он сам считает своим главным промахом в этой ситуации? Его главная ошибка. Так, на прямых будем смотреть. Следующее у нас влияние гордости. Насколько сильно его эго мешает ему признать вину и выйти на связь. Следующее. Хочет ли он восстановить отношения, да? Его планы на примирение. Или пока еще будет ждать чего-то. Так, совет для тебя. Как лучше прожить этот период, чтобы вам не потерять себя и свою ценность? Начинаем. Первое у нас идет, в какой стадии этот мужчина находится сейчас. Гнев, торг или глубокое сожаление. Ой, ну тут сразу с порога. Разбитые мечты, иллюзии, ожидания, сожаление очень сильное. Так, карта дом, теневая сторона. Так, вирус, ракушка. Ну, знаете, по поводу вас тут глубокое сожаление уже тут уже конкретно. При этом усугубляет это сожаление, знаете, еще что? То, что дома, где он находится, как будто бы то ли домашние его, домочадцы, ну, какие-то люди, которые рядом с ним находятся, они как будто бы видят его теневую сторону. То ли узнали о его каких-то проявлениях, то есть он себя транслировал вот таким, допустим, белым, пушистым, а тут узнали, увидели дуальность, его вторую сторону в полной мере. И по карте вирус это постоянно какие-то, знаете, такие укоры, упреки, ссоры, выяснение отношений. Это вот такое какая-то обстановочка дома его. Она лишний раз дает ему повод задуматься у кого-то, а что я получил, допустим, да, если я тут расстался с вами, выбор в сторону какой-то другой женщины или какого-то своего образа жизни прежнего. У кого-то тут, если он, ну даже не знаю, там, где он находится, в общем, как будто бы его вот это окружение, тут какие-то постоянные вот какие-то нюансики, знаете так, если бы помимо того, что да, там с вами у него там размолвка вышла, недопонимание какое-то, да, разбежались, разошлись, но если бы у него был тут дом, полная чаша, и рядом было тут счастье, любовь, нежность, полной рекой, там страсти какие-то кипели, яркость жизни тут, вот такая, если бы у него была эта яркая тут жизнь, вполне возможно, легче переносилось бы тут и расставание, и разочарование какое-то с вами связанное. А мне показано, что наряду с этим первое сердце разбито в отношении вас. А тут еще дома, вот какая-то такая ситуация, какая-то такая атмосфера. Вот дальше следующая карта, видите, тут девушка, она пытается забиться в эту раковину, как отшельник, в ракушку эту забиться. И вот и у него такое желание. Подальше он как-то, может быть, больше времени старается проводить на работе, где-то, может быть, с друзьями. Домой не особо желание тут как бы появляться. Вот мне так идет. Как будто бы он пытается забиться в эту ракушку, как в панцирь какой-то. И при этом карта удача. Удача, если ему это получается. Если у него это получается, да. То есть все-таки человек надеется на какую-то удачу, но это не связано с его там вот дом, там взаимопонимание, взаимоподдержка, которую он тут мог бы получить. Нет. Он какую-то удачу связывает, свою удачу связывает, ну, как будто бы вне дома, вот как-то так вот мне показано. Тут он как будто и не надеется даже на то, что что-то может измениться тут в лучшую сторону. Ну, сейчас буквально пару карт на вот эту удачу. Хочу понять, о чем эта удача, что для него эта удача. Удача это скорее за вами подсмотреть, где-то что-то узнать, удача. Скорее, да, за вами. Ну да.
Может быть, даже где-то, если пересечься с вами, то это как-то эта история заново, по-другому, чтобы начал, или даже не то, чтобы продолжалась, вот как бы с чистого листа, как переписать все, очищение. Да, так как раньше уже точно ничего хорошего с этого не будет. Да, карта смерти. Он понимает, как прежде нет. Тут единственное, чтобы вот через время, он говорит, да, понятно, какие-то трудности надо преодолеть, и дорогу можно выстроить. Как-то так. Он считает это, знаете, такая удача на уровне фантастики даже. Так, смотрим. Главная ошибка. Что он считает своим главным промахом в этой ситуации с вами? А он потерял очень светлого, доброго человека. Он как друга, как свою половинку потерял. Как вот такие искренние, светлые эмоции, которые он испытывал при общении с вами. Видите, тут мальчик и девочка, ну это друзья. Друзья, это искренность, это вот какое-то чистое, пронзительное, искреннее вот какие-то чувства, вот такие вот. Вот это вот самое главное, что он потерял. При этом показано, скорее всего, вы, тут карта транжиры, тратили эту энергию, да, при взаимодействии с ним, наполняли его. Тут у меня идет карта муза, яркая, харизматичная. Вот промах, самое главное, это то, что он это все потерял. Тут скорее то, что не ценил ваше желание где-то быть для него всем. А тут еще плюс карты. Какие такие, смотрите, что он еще, о чем он жалеет. Главный промах. У кого-то тут карта метла, это сплетни. Может быть, то, что ситуация как-то вышла за рамки, уж не знаю, может быть, сплетни какие-то, мог о вас сплетни какие-то послушать, да, мог добавить, как бы, знаете, это, жару в огонь, да, не знаю, мог тут, вряд ли он тут о вас сплетни распускал, да, не буду тут на него наговаривать. Тут скорее он тоже побоялся, может быть, каких-то сплетен и не захотел, может быть, даже с вами ситуацию какую-то тут. У кого-то не захотел дальше идти развивать взаимоотношения. У кого-то вот влияние этих сплетен в любом случае как-то вот повлияло на ситуацию вашу. Опять-таки, о чем он считает, сожалеет, да, его главная ошибка. Смотрите, тут мне показана женщина, которая наполняла, вдохновляла его, и тут госпожа удача, карта уют. Вполне возможно, мужчина сожалеет о том, что упустил вас, потерял вас, ваше дружеское искреннее расположение. Если вы были хорошими друзьями, то опять вашу поддержку во всех смыслах. Тут 100%, когда бы вы были рядышком с ним, то у него тут крылья за спиной появлялись. И госпожа удача, вполне возможно, в этот период, когда вы были с ним, у него и дела ладились, и все шло замечательно, да, как-то так. При этом карта уют, с вами уютно, с вами вот было такое какое-то ощущение, вот моя роднулечка, вот моя вторая половинка, тут вот это вот все. Человек это потерял. Более того, ту энергию, которую вы давали ему, тут в полной мере, он 100% этого не ценил. В моменте он не мог этого даже оценить. А потом вот такой, как будто бы эту удача, может быть, вместе с вами растворилась, все прошло. Угу. Тут, знаете, там прям такое, прям у меня в голове, как не ценим, потерявши плачем, да, вот такой вот, как будто бы постфактум человек мог это осознать. Влияние гордости, насколько сильно эго мешает ему признать вину и выйти на связь. Прошлое, одиночка, луна, шут, зависимость, надежда, признать вину и выйти на связь.
Ну, давайте я так буду это считывать. Тут у меня уже второй раз выходит на него карта одиночки. Прошлое, одиночка. Признать вину и выйти на связь. Ну, он тут, как я могу это прочесть? Он говорит, я не хочу быть каким-то, знаете, тут по карте шут дурак, да? Вот не хочу я казаться ей, показаться таким каким-то слабым мальчиком, да, каким-то заинтересованным. Не хочу показать. Тут карта зависимость, вот видите, тут и тут луна. Не хочет. Хотя он это все испытывает, зависимость. Но при этом человек вот как бы надеется на то, что, может быть, вы также испытываете вот эту зависимость, то есть у вас созависимые отношения. Да, тут у него такое желание просто посмотреть еще, подождать. По карте Луна это туман неопределенности. Он сам в этом тумане находится. И тут одиночка, тут ему дискомфортно уже в этом одиночестве. Но это уже как карта прошлого, это как будто длительное время уже происходит все. И он чувствует себя таким одиноким. То есть, девочки, я вам тут точно говорю, рядом с ним нет людей, которые его вдохновляют, наполняют. Опять-таки, вот этой радости жизни какой-то. Этого нет. Но желание признавать вину и выходить на связь, тут скорее он готов еще чуть-чуть поподвисать в этом состоянии. И скорее всего он надеется, что и вы тоже в таком же находитесь состоянии. Ему кажется, что ну, раз он о вас тут думает, вы у него из головы не выходит, то ему хотелось бы надеяться, что и вы также думаете о нем. То есть и тут надежда, что, может быть, вы проявитесь, вот как-то так. И вот по этой карте я тут вижу влияние гордости, насколько сильно эго мешает признать вину и выйти на связь. Ему не хотелось бы показать себя уязвимым, вот каким-то таким, знаете, оказаться дурачком даже, да, извините, некрасиво скажу, но вот не хотелось бы, может быть, проявиться, и да, а вы тут ему отворот-поворот дадите, или как-то посмотрите на него. Ну, вот ему не хотелось бы вот опять таким слабым себя показать. Вот так вот. Угу. Так, план на примирение. Хочет ли он восстановить отношения, да? Или действительно решил быть в своем одиночестве? Так, что мы там? Планы на примирение. Ну вот смотрите, что карты показывают. У него бывают такие, как озарения, да? Инсайды, ты что-то в макушку стрельнет, может воспоминания о вас, может быть образ чей-то похожий, энергетика, да, вот где-то он пересечется с кем-то, может быть там увидит поворот головы, там взгляд какой-то женщины. Но тут больше как эмоции его накрывают, вот внезапно. И это для него, как, знаете, как свинью ему подложили. Вроде бы думает, я уже там стабильный, я уже там своими делами занят, переключился, да, а тут как возврат какой-то. И опять это ну, ему карта ожидания. Он все равно ждет в ожидании того, что может быть что-то наладится. Я не могу сказать, что он прям с головы это выбросил. Но план именно на примирение, это скорее ожидание, но нет каких-то конкретных поступков. И он в этом, тут карта болота, как зависает в этих болотах. И тут карта смерть, в конце концов. Честно говоря, я не вижу, что он тут прям сильно решил конкретно делать какие-то шаги. Тут скорее он в этом болоте собственных страхов, собственных каких-то ожиданий. Он это пребывает и этим же как будто бы сами зачеркивает эти пути, шаги к примирению. Совет для вас. Как вам прожить этот период, чтобы не потерять себя и свою ценность? Так, на прямых смотрим. На прямых. Ну, карта эволюция вам, в принципе, говорят, не останавливаться в развитии.
Тут у многих заняться своей внешностью, да, у кого-то вы энергетически уже истощены, девочки, у кого-то режим сна, отдыха не соблюдается. Восстановить себя нужно срочно. И карта эволюция это в принципе глобально. Мы не останавливаемся. Мы ставим новые цели, идем к ним, достигаем этого, мечтаем, да. Но это больше о себе, о реализации своей. Своими ручками творим свою судьбу. Это все сюда. Так, карта депрессия, дуванчик, карнавал, рыцарь. Так, прожить период, чтобы не потерять себя, свою ценность. Вам тут советуют, в принципе, постараться, ну, это, конечно, такой наивный совет, да, карта депрессия, поменьше зацикливаться, может быть, поменьше даже этих раскладов смотреть по поводу этого мужчины. Вот как бы это ни звучало с моей стороны, да, проще, легче отнестись к ситуации. Где-то, может быть, даже обесценить вот эту вот всю ситуацию, с юмором отнестись, девочки. Попытаться, да, при этом понимать, карта карнавал, что ну, в масках, он в маске, он скрывает свои истинные желания. Но если бы человек действительно вот созрел уже для каких-то поступков, он уже пришел бы и проявился. А так это, ну это как какая-то игра все-таки, знаете, мне идет. И вам предлагают отнестись к этому проще. Карта карнавал. Если в отношении вас люди носят маски, то с вашей стороны очень глупо, наивно самой, да, с ними общаться со скрытым лицом. То есть и вам предлагают, оденьте эту маску. Это тем самым вас обезопасит, вот карта рыцарь, от каких-то, может быть, ну, даже токсичных, резких, внезапных проявлений этого мужчины, может быть, даже опасных отчасти для вас. То есть вам говорят, если вы будете открыто, как-то доверительно, может быть, сами даже проявляться в его сторону, он тут может как-то, ну, абсолютно, мне тут показано, ну, тут явно не мудро, он как-то может проявиться, даже ну, спонтанно, может даже, знаете, он может тут совершить какие-то поступки, о которых он потом сам будет уже жалеть, да. Причем исключительно у кого-то это мужчина будет бояться открыть свое сердце, у кого-то бояться, даже он может в этих страхах пребывать каких-то, не хотеть быть каким-то подкаблучником или не хотеть давать вам какие-то вот рычаги управления им, да, манипулировать, дабы вы не смогли им манипулировать. Вот такое даже. Поэтому, знаете, этот мужчина даже может идти как на предупреждение. Даже если вы будете идти пытаться с ним сблизиться, тут велика вероятность того, что этот мужчина может как-то вам даже показаться неадекватно отреагировать, агрессивно, но обесценить вашу вот эту искренность и честность. Мне так идет. То есть, дабы вы не потеряли себя и свою ценность, этот период вам предлагают карта эволюция, рост, развитие, заняться собой в полной мере, своей внешностью, новые мечты, цели. Карта одуванчик, добавьте легкости. Вы уже и так слишком много отдали этой энергии, истощили себя. И тут вам предлагают, ну опять-таки, скрывать свои истинные какие-то, может быть, даже не знаю, тут может быть эмоции в отношении этого мужчины. Как будто бы он не готов это все принять. По крайней мере, первое не проявляться точно. Ну, я не предлагаю тут, знаете, играть вот эти какие-то игры, да, нет, упаси Господи, карта карнавал. Но тут вам в принципе показано, что если к вам вот так вот в маске кто-то проявляется, как хитрая лиса, то опять-таки вы по этим же правилам должны играть. Дабы себя обезопасить, девочки, да. И финальный инсайт, к сожалению, всегда приходит тогда, когда человек осознает, что заменить вас невозможно. Может быть,
Он себе там намечтал уже или считал как должное, да, что будет выбор всегда, будут шансы, возможности всегда, да, и восхищение в женских глазках, да. И психологически он жалеет не о вас, а о той лучшей версии себя, которой он был рядом с вами. Досмотрите эту мысль до конца. Его сожаление – это его внутренний путь, который больше не касается вашей жизни. Ваша ценность не зависит от того, осознал он ее или нет. Вы уже идете дальше. Вот. Карта эволюция – это об этом. Вы идете дальше, а он остается наедине со своим выбором. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.